Друзья, всем привет! Разобрали мы таки мой мотоцикл и разобрали двигатель. Основная цель данного видео — показать, какой может быть износ у спортивного мотоцикла после 40 тысяч пробега. Ровно 40 тысяч он прошел. Движок, по всей видимости, нормально эксплуатировался, и вот прям резко захотелось вам показать, поделиться, как оно может быть в принципе. 40 тысяч километров, спортбайк, друзья. Представьте, многие считают, что за год можно отжать спортбайк и выбросить его. После этого он там типа не едет уже и все в утиль. Ну и самое интересное, получается, что мотоциклу более 20 лет, ибо он 2001 года выпуска. Смотрим, какое состояние после этого. Начнем с колена. Так, шейки выглядят вот так. Естественно, Женька здесь все промерял. Номинале все с завода. Все не просто так. Все в номинале, все с завода. Шестеренка, ну она, можно сказать, только притерлась. Там даже прослеживаются риски, которые были от зубореза. То есть изначально, которые присутствовали, риски поперек зуба. Попробую показать, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ну вот, наверное, хорошо видно в данный момент. Вот я здесь даже могу протереть, даже могу попытаться ногтем за что-то зацепиться, ни за что тут не цепляется. Все офигенно, все в номинале. Единственное, есть вот какие-то видимые нюансы возле масляного отверстия. Но это лишь нюансы, друзья, на самом деле там ничем, ни пальцем не цепляется, ничем. Ну, как мы уже заранее говорили, что все в номинале. Да даже полсотки нет, они все в допусках, то есть по цветам, по буквам. Вот смотри, сверял, значит, это цифры коренной группы, шатунной группы, это идут коренные. И по цвету я еще промерил и по мануалу посмотрел, то есть, ну, вообще завод, это реально завод. Вот. И как часто такое бывает? Да, часто, что сказать, Yamaha R6 кто-нибудь видел, чтобы 90 тысяч она прошла. Вот она 7 лет у меня обслуживалась, и до сих пор она живая. Что сказать, нормальное масло, частенько менять, регулировку клапанов и следить за мотоциклом, и он будет служить. Матюль это я заливал. Матюль ты это заливал, да? Да. Вот, ездим на реклама, небольшая вставка, короче, Ликвимоле 1550, сейчас такие все кто-нибудь, да ну на. Чтобы вы понимали, я его заливал уже сюда, получается, за 6 тысяч. 4 раза, получается, менял масло. А почему ты так? Я уже не помню, что ты так это менял. Я помню, что ты менял. Первый раз я просто поменял. Да. Ничего не проехал. Второй раз поддон мы делали. Потом мы поддон делали, да. Потом я уже по графику поменял на 4000. Когда мы в Гузериполе ездили, да. А потом я поменял из-за того, что менял сцепление, еще раз поменял, проехал 200 километров и тадам! Мы разобрали двигатель. То есть опять его надо будет менять уже, получается, в 5-й раз, потом обкатывать километров 500, наверное, и опять менять уже в 6-й раз. То есть, получается, за 7000 километров будет 6 раз поменено масло. Вот такие вот дела, ребята. Ну, я на этом деле не экономлю. Мне хочется, чтобы было именно такое состояние. Поэтому мы идем дальше. Идем смотреть поршня и шатуны. Ну, шатуны тут особо смотреть нечего, кроме вкладышей. Вкладыши покажем чуть-чуть попозже. А сейчас хочется обратить внимание на поршни. Женька тут уже все отмыл. Был черный нагар. Ну, такой обыкновенный черный нагар, как и у всех, как и всегда. Но с боков все было чистенькое, на жаровом поясе тоже все было относительно чистое. Ну, то есть нагара не было, было только пожелтение небольшое. Насколько я помню, уже ничего не видно, потому что Жека тут все отмыл до блеска. Но, ребята, надо вам показать, какая юбка здесь. Честно говоря, не знаю, как вам показать износ на юбке, потому что он практически отсутствует. То есть та заводская риска, которая от станка образовывается обычно, она присутствует практически везде. То есть залысин каких-то не наблюдается. Это, конечно, очень удивительно, но вот перевернул поршень, вроде бы как здесь могу по краям показать какие-то мини-залысины. Но обратите внимание, черкашей нет.
Короче, пока я вам О. тут рассказываю, этот человек уже в корзину что-то там кидает, докидывает. Будет куплено много новых запчастей при всем при этом. Потому что раз уж мы разобрали двигатель, надо уже поменять все расходники и то, что можно заменить. Для приличия промерю потом цилиндры, но я уже знаю, что с ними все в порядке, ну просто для себя. Ребята, хон весь да. на месте. Сейчас возьму фонарик, будем показывать. И вот смотрите, что мы имеем. Это один цилиндр. 4-й, 3-й, Тихо, не спешите. Дальше. 2-й Ага. и 1-й. И первый. Ну, для приличия ты ж, конечно же, проверишь. Это мы Конечно. понимаем. Катану просто интересно, что у нас там по эллипсу, вот, по геометрии. А так вообще уже начинаю забивать заказ. То есть, ну, вкладыши все по цвету проверил коленвал. То есть он сошелся, и этот же цвет я буду заказывать. Ну, как бы обновить. Прокладка, уплотнители, резиночки. Ну, такое, мелочевка. И самое главное, что у нас, эта коробка потянет. Ну, как бы в основном Да, весь коробка. смысл был разборки в коробке. В коробке, да. У нас проблема в коробке. Потому что Игорь последнее время стал драговать. Вот. И учиться драговать. Ощутил я проблему, ребят, только когда поставил квикшифтер. Без этого все нормально втыкалось, все было хорошо, когда втыкал вручную. Но вот с квиком вылетает вторая, пришлось немножечко, так сказать, подразобрать. Вот скажем так, вторичный слегка. вал. Будем менять 3 шестеренки, это 2-я, 3-я и 4-я передача. Вот видно, там есть такие зацепы, друзья, характерные. Раз фаска, два фаска. В общем, на всех зацепах такие характерные фаски видно. Уступ есть. Вот такой износ. Из-за этого как бы, ну, может вылетать уже. Хотя фаска там не сверху. Вылетает, потому что по вилочке видно уже. И плюс, да, кстати, вилочку еще будем менять. Давай и вилочки износ покажем, как выглядит. То есть уже раскололи на 3 части мотор. Вот, ребята, видите риска? Вот здесь. То есть вилочка уже касается того, чего не должна касаться. Отгибала его. Получается, ее отгибала, и она уже не так включает, как хотелось бы. Ну, в принципе, чувствовалось, что оно не довключает немножко. Идем дальше. Балансирный вал. Вал уже промерен, все в допусках, все хорошо, все красиво. Единственное, меняем вкладыши, выщерблены у нас на вкладышах. Сейчас покажем, значит, все вкладыши, как они выглядят. Ты ж их не выкинул. Самая изношенная, самая поврежденная часть в двигателе — это вкладыши на балансирный вал. Здесь, ребят, настолько мягкий материал, что он прям ногтем сошкребается. Вот представьте себе. На второй половинке еще хуже состояние, вот такое. Ну, материал очень здесь мягкий. То есть малейшее отсутствие смазки и все. Все начинает драть. Реально ногтем царапается, только так можно прям стружку ногтем снимать. Сейчас соберем и посмотрим на коренные и шатунные вкладыши. Все, мотор готов. Поехали. Конечно. Там, кстати, и асфальт сухой. Да? Хоть и -5, но нормально. Ну, отлично. Опа. Ну вот оно, да? Да, добро. Найди с пролысиной, который самый плохой был. Да, это вот шатунный. Но они нагруженные. Ну, видно, слой желтые, подтерся, и да, видно там вот в уже самом желтенькое. центре чуть-чуть желтенького. А желтенькая это что, латунь? Медь. Медь? А чё ж Да, оно он же желтенькое, аж красное многослойный. даже? Многослойный сталь идет, потом медь, а Ну, потом я знаю, уже там... медь она для распределения тепла используется, Да. и чтобы прилипало лучше все остальные слои. Разделитель между сталью и остальными слоями. Ну вот этот, наверное, наихудший. Еще тут с пятнышками были. Есть прям хорошие вкладыши, нетронутые жизнью. Но это когда они находились в верхней части. Вот с пятном и прямо желтенькое видно. Вот 4. Это точно были сверху. А сверху хорошие. Ой, то есть, да? То есть снизу хорошенькие. Снизу хорошие, а вот сверху именно где вот Это как раз шатунные нагрузка именно. шатунные, да, Ну вот да. это шатунные, это коренные. А вот полукольца Полукольца мы всего- менять не будем Да. даже.
У них такой же мягкий слой или другой? Сталь покрытая, нет у них что-то такое алюминизированное, есть вообще просто с алюминия. Ну, короче, они Вот очень сам. хорошие. Да, в хорошем В состоянии, мы отличном оставляем состоянии. их. Коли у нас тут видос про состояние, надо же это самое состояние показать. Ну, все видно прекрасно, никаких ступенек нет, просто немножечко притерлось. Совсем чуть-чуть капелюшечку. Так, идем дальше. Масляный насос будем менять. Менять, да. Честно говоря, я криминального ничего не вижу, но я Жеке доверяю. Там какие-то мини-риски есть. Говорит менять, значит надо менять. Этот человек повернутый на масле. Ну, видно, смысл есть, раз мотоциклы так подолгу ходят потом у него. Поэтому стоит доверять, ребята. Ну и давайте посмотрим на распредвалы. Значит, на звездочках, по которым бегает цепура, вообще что-то я ничего не обнаружил, не знаю. Я смотрел, должны быть характерные зубцы такие. Легкая полировка. Не обнаружил я Да. зубцов этих почему-то. Даже на маленькой, которая приводит два вот этих распредвала, я не обнаружил. Хотя при износе они присутствуют, такие рисочки характерные. Ну и постели давай уже посмотрим, как выглядят. Это как раз у нас выпускной. На мотоцикле в 40 тысяч километров пробегом. Вот здесь есть область, где вообще не терлась, ну то есть нету даже намеков на риски какие-то. Вот это все, это тоже не сказать, что риски, это следы работы, назовем это так. Вот, обратите внимание, как выглядят постели. И на впускном, и на выпускном, в принципе, выглядят одинаково. Да. Ну и на распредвалах, что мы имеем, какой износ шеи. Сами кулачки гладенькие, хорошие, хотя я видел выкрашивание на мотоциклетных кулачках. Но это уже усталость. Ну так И это стаканчик, короче, какого, выкрашивать. 2005 года Да, или ну, 10-го? 10-го, Как потому они что... так устали его? Слушай, ну бывает клапана, короче, а я не регулировал, почему у меня мотоцикл? А, ну это другое да. дело. Вот здесь есть визуальный такой эффект. Но, ребят, ногтем не берется оно. Мы еще, конечно, все проверим, но оно уже видно, что будет ставиться обратно. Тут никаких проблем нет. Вы что-то хотели дополнить? Да, дополнить. Этот клапан с Триумфа 955, и вот не регулировали клапан, что получается. Нагревается мотоцикл и глохнет. Я говорю, регулировка клапанов. Он говорит, да нет, это, наверное, проблема с электрикой. Я говорю, нет, регулировка клапанов, потому что я уже с этим сталкивался. И в итоге, когда я разобрал, то есть не хватало, ну ты понимаешь, что шайб нету, толщины шайбы уже нет, не существует. И пришлось, короче, причем не один клапан, я его специально оставил, показываю. Вот, а пришлось заменить, по-моему, 6 или 7 клапанов. Расплескало. Расплескало, да. Вот Так, кстати, ты напомнил про наши клапана, надо что же посмотреть. Да, вот они, наши клапана. Наши клапана, получается, в полном порядке. Женька их немножко подотмыл, я их еще буду полировать, шлифовать. Ну вот такая фаска. В принципе, вот на выпускном немножко что-то там, да? Какую-то Это- лунку набрало оно. Да не лунку, Округлость. да не округлость, Пуклость. не впуклость. Есть, Это из-за видно- нагара так кажется? Нет, видишь точки, это просто, ну выпускной он всегда страдает. Ну, вот понятно. А мусорок, понимаешь, вот эта часть, короче, окалина, то есть что сгорает, попадает. Вот, это нормальное явление, это ничего страшного нет. Вот. Самое главное, чтобы не было вот так. Не, ну тут А, это классика да. жанра. Да. Я такого никогда не видел. Лучше только когда вот так еще там трещины есть. Но это обратный вариант, когда перегрев клапанов. А Трещины. ну давай сейчас просто замерим. Ну ты вверху померяй, то есть оригинал, да? Да. И Нет, там, вот, где вот. терло. Вот, и тут. И тут. Ну, Даже 5 не микрон знаю. есть, да? Износ. Да, Конский, в да. кавычках. Нет, все в допусках. Всё Ну понятно, просто- ну это же в допуске будет. Глянь, все в допусках. Там не 5 микрон. Меньше. Просто немножко не попадаю. Все. Заценим голову. Те самые ответные постели распредвалов. Вот они какие.
Кстати, что интересно, ребята, у двигателя присутствует портинг. При том, что двигатель этот не разбирался. Вот что интересно. Там запилены немножко направляющие клапанов слегка. Убран уступ. И видите, как отшлифовано красиво. Вот это для меня загадка. Вообще такого быть не должно, Да, правильно? да. Но мы и тогда, и сейчас уже при полной разборке уверены, что он не разбирался, этот мотор. Вот как так? Да вот так. Что за портинг в двигателе тут, а? А экологию заглушим полностью. Я, значит, вытаскиваю, прочищаю, растачиваю и делаю заглушки, ну, шплинты с алюминия, потому что там есть каналы выхода на выпуске, и получается завихрень такое. И этим шплинтом я перекрываю, фактически перекрываю, короче, вот этот, ну, как это объяснить людям? Покажем это окно. Вон он, канал экология, ребят. Будем глушить. Сейчас давай свечечки покажу. Меня, конечно, удивляет и это, что свечки все одинаковые. При таком пробеге я вот их менял. Прошли они 6500. Все одинаково. Все красиво, так сказать. Видно в глубине, что даже втулка подточенная при портинге. Причем, видишь, этот год, прошлый год ты вообще его хорошо нагружал, мотоцикл, реально. Ну, Ты как бы реально, фактически там не с то, драга- что реально, там ты еще фактически, до отсечки, сколько да, я давал случайно. фактически с драга не вылазил. Вот, и давал. Мотор вообще отличный. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Кому было очень прям интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч!